Итак, друзья, всем снова привет на канале Мото с того бока. Сегодня продолжим тему с нашими советскими мотоциклами. Вот здесь вот у меня отдыхает пока рама от Юнкера после сварки. Поступили двигатели в ремонт. Времени очень на все не хватает. Сегодня будем заниматься вот двигателем, который на этой полке, вторая снизу. Тут еще один двигатель задефектован. Вот. Времени очень мало на все, поэтому, ну что, давайте начнем тогда. Итак, друзья, смотрите, картер после фрезерных работ, он требует мойки. По поводу коробки здесь большая проблема была, ну, как со всеми ежами. Вот, удалось мне ее отрегулировать. В принципе, сейчас все как бы неплохо. Будем собирать. Так, ну что ж, приступим. Смотрите, перед тем, как начинать сборку, в обязательном порядке необходимо пройтись все резьбы, все резьбовые соединения. То есть это крышки коленвала, это резьбы, которые соединяют у нас половины картера и так далее. После чего происходит мойка картера. Проходить резьбовые отверстия, естественно, нужно мечиком соответствующего диаметра и шагом резьбы. Это обязательно. Это облегчит сборку, повысит надежность соединений и так далее. Это нужно делать всегда. Ну вот сейчас этим и займемся. Let's go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
Так, друзья, ну что, картер в мойке, он помылся, сейчас сохнет на улице. Сейчас занимаюсь не любимым моим делом, не люблю я это ковыряние, но без него никуда. Видите, вот старый герметик. Вот старый герметик, резинки я отсюда уже удалил. Вот они. Все это нужно очистить перед сборкой и помыть, выбить сальники. Все это хорошенечко промыть, сальники, подшипники выпрессовать. Вот до такого вот состояния. Потом отправиться в мойку. Это еще не мылась деталь. Вот. Ну что, работаем дальше. Так, еще одно замечание. Смотрите, друзья. Вот я освободил подшипник-сальник в одной из крышек коленвалов. И вот смотрите, стопорное кольцо, видите, оно имеет биение здесь. Вот. Этого быть не должно, потому что здесь идет масляный канал. И если во время работы кольцо провернется, оно может перекрыть его, будет голодание. Поэтому стопорные кольца должны стоять жестко, с натягом, с постоянным. Вот как здесь хотя бы. Вот, я его могу провернуть, но это трудно сделать. Еще момент, смотрите, в первой части по вскрытию этого двигателя я показывал, что с помпой были проблемы. Сейчас повторюсь. Вот смотрите, видите, подшипник, обойма подшипника. Вот, она проворачивается в корпусе. Сейчас будем вскрывать, разбираться с вами, что там, почему так происходит. Ну, понятно, подшипник заржавел, сальник стал пропускать, охлаждающая жидкость попала. Скорее всего, он на воде ездил, потому что здесь вот и патрубки такой вот вид имеют, поеденной коррозией. Поэтому вскрываем и делаем ревизию. Если возможно, будем восстанавливать. Если нет, ну, по обстоятельствам. Пока я не начал разбирать окончательно эту помпу, зажал вот так вот в тисочки и хотел открутить. Вот заметил такую вещь, смотрите, сейчас сфокусируется. Так, где тут? Вот, видите, вот черное, да, вот это сальник, он выскочил оттуда. Вот я его сейчас возьму и вот видите, поправил обратно. Хоп. Оп. Вот. Вот. Вот я его заправил сейчас. То есть сальник не работал. Я так понимаю, эта помпа после переборки, вот тут вот герметик. Я так понимаю, сажали сальник. Ну, вокруг смазывали и сажали его, но он сильно прослаблен. Либо с размером ошиблись. Ну, посмотрим сейчас. Вскроем. Вот так. Разобрал я помпу. Так, смотрите, вот сальник, да? Вот я только разобрал, ничего не делал. Смотрите. О. То есть он не работал здесь. Колечко. То ли я сейчас... интересно. Смотрите, здесь есть свое колечко, видите? Металлическое. И вот еще. Вот это непонятно откуда. Возможно, когда вставляли, да, при сборке, когда вставляли крыльчатку, получается, вот это колечко, оно выскочило. Когда вставляли с той стороны, вот с этой, да, оно выскочило. Получается, тот сальник, который у нас неподвижен, в корпусе не выскакивал, он был без кольца. А который выскакивал, но с кольцом, он был с краю, и он не работал. Ну тут он реально прослаблен. Вот здесь. Вот такой вот каламбур получается. Получается то, что этот сальник, естественно, не держал, и водичка у нас попадала. Ну ладно, сейчас давайте попробуем вскрыть. Так, вот этими. Посмотреть. Так, извлек я стопорное кольцо. Вот оно. Видите? То есть подшипник практически выполз сам. Печалька.
Так, ну что, друзья, картер подготовлен. Коробку передач я предварительно собирал, она в полном порядке теперь с необходимыми зазорами. Проблема здесь была в том, что закусывала некоторые передачи, четвертую в частности. При вращении первичного вала происходила блокировка коробки. Это я все устранил, решил. Видео было бы очень длинное, не стану в этом показывать. Про коробку будет отдельно, потом сниму, кому интересно. Вот. Картер подготовлен, плоскости вычищены. Сейчас будем устанавливать коленчатый вал. Он также помыт. Все в порядке. Коленвалы после реставрации. Подшипники здесь новые. Процесс какой? Здесь крышечки у меня подготовлены. Все отмыто, вычищено. Так как эта крышка у нас, значит, правая, мы ее нагреваем, крышку, и сажаем на подшипник, который уже посажен на коленвал аккуратным образом, да. Потом мы греем всю половинку и сажаем коленчатый вал вместе с подшипником вот в эту половину. Так будет проще. Половинка нагреется у нас, и проще сядет сама крышка, так как она холодная, картер будет нагрет, так и коленвал с подшипником. Опять же, все легко установится. Вот такой процесс. Ну что, поехали. Так, далее. Здесь было повреждение фиксатора передач. Видите, болтанка. Болтанка, плюс она согнута. Я ее заменил на новую, на другую, скажем так. Вот она стоит. Но теперь нужно зашплинтовать. Здесь по-другому сделано. Вот здесь была прорезь, и там такая специальная шплинт-шайба. Ну, ничего, мы сейчас возьмем шплинт подходящий. Так, самый маленький, я думаю, возьмем. Так, примерим. Да, он сюда подходит. Ну все, сейчас зашплинтуем. Так, греем левую половину картера. Пока она греется, коленвал установлен в крышку. Вот так. Коленвал смазан. Видно, да? Обязательно. Чтобы при первом пуске не было голодания. Так. Ну и процесс, в принципе, тот же самый, что и с правой половиной картера. Можно нанести герметика. Небольшое количество. По окружности вот этой крышки. Дабы уплотнить места стыка. Итак, установили крышки в обе половины картера. Проверяем, чтобы вот этот канал наш, он был вверху. В этой половине, в правой половине картера, осматриваем состояние прилегающей плоскости.
Здесь оно в хорошем состоянии. Очищаем. Далее начинаем сборку КПП. Я предварительно уже сборку проводил без коленвалов. Отрегулировал ее, отшибовал как необходимо мне. Вот. Сейчас просто на этом этапе мы ее соберем. Продуваем. Так, коробку я предварительно отшибовал. Вот она после мойки. Сейчас мы ее будем с вами собирать. Так, не падать. Так, коробку собрали. Установили по меткам червячный вал, все необходимые шайбы. Дальше проверяем легкость вращения на 4-й передаче. Все в порядке. Дальше поехали. Скоростя вниз. Так, 3-я. Так, 3-я. Есть. Вторая. Нейтраль. Нейтраль. И первая. Все. Далее ставим сальники, продуваем еще раз весь картер, подготавливаем вторую половину и устанавливаем. Поехали. Смотрите дальше. Вот маховик, видите, он вымазан в такой вот а-ля консервационная смазка, но это не она, это воск с чем-то. Да, это пахнет воском. Но, к слову, маховик в хорошем состоянии. Мы его сейчас, я даже не знаю, как это отмывать, наверное, попробую нагреть это. Может быть, все стечет, ну, там тряпки какие-то, что-то вытрем. Ну все, поехали. Так, друзья, ну что, очистил я маховик вот до такого состояния. Все это было отмыто. Болт. Заворачиваем. Далее берем коленвал. Коробка у нас собрана в правой половине, да. Легкость вращения мы уже проверили. Нет ни заеданий. Слышно, да? Все хорошо вращается. Подводим. Ну, я вот обычно делаю напротив вот этих вот отливов на крышек, на крышке. Вот, например, на этом валу я делаю вверх. Так, очищаем место посадки под шпонку от грязи, возможных каких-то других вещей, которые нам могут помешать. Так, очистили. Сейчас. Берем шпонку. Берем шпоночку и аккуратненько ее устанавливаем. Есть такое дело. Можно чуть-чуть, незначительно сделать угол захода. Вот с этого края пониже. Далее.
Так. И устанавливаем маховик. Есть такое дело. Еще раз позиционируем относительно отливов. Так, есть. Дальше. Далее, коробка у нас собрана, мы ее проверили. Обезжириваем поверхность картера, вот эту, и намазываем герметик. Накрываем второй половинкой. Вперед! Так, владелец посчитал нужным использовать под шестигранник винты. Сейчас будем закручивать. Тянули мы картер. Маховик пока у нас в ослабленном состоянии. Проверяем легкость перемещения валов. Здесь все в порядке, претензий нет. Далее стоит... Маховик у меня упал, сейчас будет трудно вращаться. Ну да ладно. Сейчас стоит проверить работу коробки. Сейчас включена 4-я передача. Проверяем. Да, 4-я. Есть вращение. Отлично, поехали. Так, перескочил. Это нейтраль между 4-й и 3-й. Не довключилась. Так, 3-я передача. 3-я. Не довключилась. Так, 2-я. Так, нейтраль между 1-й и 2-й. И 1-я. Все четко. Так, еще раз удостоверились, что коробка в полном порядке. Валы у нас вращаются легко. Это при открученном маховике. Теперь необходимо выставить маховик в среднее положение. Картер перевернем. Выставим маховик в среднее положение и затянем необходимым моментом. Так, выставили маховик по центру. Еще раз проверили, что валы у нас без сопротивления вращаются. Нет никакого заедания. Так. И затягиваем болт маховика. Я вот затягиваю таким инструментом. Это динамометрический ключ. Сейчас выставим 166-186, это 17-19 килограмм, и затянем болт. Так, затянули маховик, проверили, что у нас нет никаких, маховик не цепляет, заеданий, коленвалы вращаются равномерно, без закусываний. Теперь собираем сцепление. Ну, здесь, в принципе, ничего нового я вам не расскажу. Единственное, хочу отметить момент, что вот эту вот регулировку корзины сцепления относительно передней шестерни необходимо проводить с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются вот на эту обойму подшипника.
И просто выставляете соосно, чтобы у вас обе шестерни были в одной плоскости, так скажем, чтобы цепь не перекашивала. В принципе-то и все. Не буду останавливаться на этом моменте особо тщательно, потому что настройку сцепления необходимо проводить непосредственно на самом мотоцикле в ходе ходовых испытаний. Вы можете завернуть винты с пружинами, да, но оконечную отстройку, то есть все равно необходимо проводить на мотоцикле, то есть степень поджатия и так далее. Вот эта плоскость регулировочная, ее равномерность. Но в данном случае этот мотор будет ставиться непосредственно у заказчика. Мы с ним уже заранее договорились, поэтому сейчас я ничего не буду настраивать. Тут я просто сделаю предварительную сборку. Непосредственную регулировку буду проводить уже на шасси мотоцикла. Так, друзья, пару слов хотел остановиться о прокладках. Смотрите, то, что сейчас продается, крайне низкого качества. Назвать их прокладками, ну, это большая проблема. Я не буду вам конкретно показывать на примерах, потому что речь сейчас не о прокладках. Но я думаю, поверите на слово, что они очень отвратного качества. Вот эту невскрытую упаковку, смотрите. Сейчас на ваших глазах. Брюки превращаются брюки в элегантные шорты. Смотрите. А что, это дырки не надо было делать? Это первый момент. Второй момент. Сейчас. Толщина их. Видите, какая? Под цилиндрами должны быть определенной толщины прокладки стоять. Это раз. Второй момент. Вот эта прокладка на впуск. Она тоже должна быть определенной толщины. Видите, отверстий нет опять. Не до конца выдавлено. То же самое. 0,3 или сколько тут. Я его даже штангелем, наверное, не померю. Отвратного качества. Мало того, что они не попадают вот по этим вырезам, да, все вы знаете наверняка. То, что ложите, а у вас там лохмотья торчат в цилиндр. Это будет мешать продувке, образованию топливно-воздушной смеси и так далее. То есть такие прокладки, они просто негодные для использования. Сейчас еще покажу. Вот красота, да? Вот эти вот из консервной банки. Алюминиевые, все кривые. Сейчас давайте покажу вам. Видно, да? Ну, бывает, попадаются вроде бы ничего. Вот эти вот. Если отдельно покупать в наборах, тут самый шлак. Вот, на карбюратор смотрите. О, красота. Вот, поэтому при сборке я использую свой паранит необходимой толщины, который изготавливается по ГОСТу с необходимой плотностью. Заказываю у производителя необходимой толщины. Вот он мягенький, смотрите, видите? Вот. И он не ломается, потому что хранится он правильным образом. Под цилиндрой одна толщина идет, под впуск другая толщина и так далее. У меня разные, то есть под каждую нужду. И я вырезаю эти прокладки по месту, потому что Юпитер, вы все знаете, это индивидуальность, как тот суслик. Вот, по месту непосредственно на картере необходимой толщины.
Так, смотрите, друзья, начал отмывать корзину сцепления, которая типа в консервационной смазке. Вот, видно, да? Начал я ее греть тут. И увидел вот такую вот историю, смотрите. Видите, зубья наклонены. Это говорит об износе корзины. Сейчас. Вот, видно, да? Это говорит, что корзина уже изношена. Поэтому не было видно, было все замазано. Вот в этой вот шляпе. Поэтому начал отмывать. Вот такая вот история. Сейчас буду связываться с владельцем и говорить ему, что будем с этим делать.